В Литве расположен крупнейший в Северной Европе нефтеперерабатывающий комплекс. Эстония – крупнейший в мире производитель сланцевого масла, низкосернистого печного и судового топлива, а также сырья для нефтехимии. Латвия занимает третье место в ЕС по производственным мощностям биотоплива на душу населения. Литва – шестое. Это только самые крутые достижения химической промышленности стран Балтии. Хотите знать о ней больше? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые ютубозрители! Меня зовут Андрей Деменков, и я продолжаю рассказывать вам о реальной Балтии, которая разительно отличается от придуманной российскими и белорусскими пропагандистами и их многочисленными подпевалами на просторах Ютуба. В конце июля вышло первое видео большого обзора обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. В нем я рассказал о том, что представляла из себя индустрия под конец советской эпохи, с какими трудностями столкнулась в начале 90-х, когда была открыта мировому рынку, как впоследствии эволюционировала и каких успехов достигла к настоящему времени. В основном я опирался на общие данные статистики. Затем пошли выпуски, посвященные конкретным отраслям, в которых основной упор я делаю на показательные примеры крупных и интересных предприятий в Эстонии, Латвии и Литве. Сначала был обзор пищевой промышленности, затем легкой, вместе с индустрией стройматериалов, после чего вышли две серии о весьма мощной во всех трех странах лесообработке. Все они вложены в плейлист, ссылку на который найдете в описании этого видео. И вот настал черед пятого выпуска. Посвящен он химической промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. И этих несуществующих, согласно российской и белорусской пропаганде, только крупных предприятий так много, что я вновь решил разделить материал на две части, которые одним махом смогли давно уже посмотреть самые крутые спонсоры проекта. Друзья, большое спасибо вам за поддержку. В первой части, которая поступила в открытый доступ сегодня, я рассказываю о всей той химической промышленности, которая связана с производством и переработкой топлива или топливного сырья. Это весьма внушительный по своему масштабу сектор, особенно в Литве и Эстонии. А для начала введение в тему. В Эстонии и Латвии химическая промышленность, которая в обзоре включает как общую химию, нефтепереработку и фармацевтику, так и производство изделий из резины и пластмасс, которые по евросоюзной классификации обычно стоят особняком, играет умеренную, но заметную роль. По вкладу в экономику она уступает пищевой, деревообрабатывающей и машиностроительной отраслям, однако остается важным источником экспорта и занятости. В Литве же это весьма солидный кусок промышленного пирога. Химическая промышленность Эстонии состоит примерно из 160 предприятий, на которых занято около 8 тысяч работников. В 2023 году совокупный оборот сектора оценивается примерно в 1 200 000 000 евро, а экспорт около 800 миллионов. Основу отрасли составляют производство сланцевого масла и сопутствующих химических продуктов, строительной и бытовой химии, а также органических добавок и бензоатов. Дополняют структуру многочисленные предприятия по выпуску пластмасс, упаковки и резинотехнических изделий. Надо сказать, что некоторые предприятия работают на стыке отраслей и попадают то в одну группу, то в другую. К примеру, концерн Wolf Group с одной стороны производитель химической продукции, но он занимается строительной химией и входит в союз производителей стройматериалов. Поэтому я рассказывал о нем в обзоре индустрии стройматериалов. В Латвии отрасль представлена более чем 200 предприятиями, суммарный оборот которых в 2023 году составил почти 1 100 000 000 евро, экспорт 740 миллионов. В отрасли занято примерно 9 тысяч человек. Ведущие направления – фармацевтика, существенную роль играет производство биотоплива. В Литве химическая отрасль более концентрирована и ориентирована на крупные предприятия. В 2023 году действовало около 200 компаний с суммарной выручкой примерно в 10 миллиардов евро и экспортом в размере свыше 4 миллиардов. Занято более 14 тысяч человек. Ключевые игроки действуют в сфере нефтепереработки и производства удобрений, выпуска изделий из пластмасс. Как видно из приведенных цифр, Литва намного опережает северных соседей вместе взятых как по обороту, так и по экспорту. Во многом благодаря резко выделяющемуся на общем фоне главному предприятию химпрома во всем регионе. Орлен Lietuva – крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс не только в Литве, но и во всей Северной Европе. Первую продукцию выдал в 1980 году, а полностью достроен уже в начале 90-х.
Он расположен в Mažeikiai, в 50 километрах от латвийской границы, и принадлежит польской группе ПКН «Орлен». Mažeikiaiский НПЗ – единственная в странах Балтии, перерабатывающий сырую нефть в полном объеме, и один из крупнейших экспортеров региона. Предприятие способно перерабатывать до 10 миллионов тонн нефти в год, но фактическая загрузка зависит от конъюнктуры и логистики. После потери трубопроводных поставок из России в 2006 году, официально из-за аварии на участке нефтепровода «Дружба», фактически по политическим мотивам, завод перешел на импорт нефти через построенный для этого еще в 2003 терминал в Бутинге. Он способен принимать крупнотоннажные танкеры, что позволило переключиться на норвежскую, азербайджанскую, ближневосточную и американскую нефть. Экспорт – важная статья доходов Орлен Lietuva. Значительная доля продукции уходит в Латвию, Эстонию, Польшу и Скандинавию, а также на украинский рынок. В Литве НПЗ обеспечивает почти весь внутренний спрос на топливо. По данным компании, в 2024 году оборот Орлен Lietuva составил почти 6 миллиардов евро, что делает ее крупнейшей компанией страны и всего региона по выручке. Штат порядка 1500 сотрудников. В 2014 поляки инвестировали в НПЗ около $1 миллиарда, построили установку каталитического крекинга бензина, комплекс по производству водорода. Сегодня Орлен Lietuva заканчивает масштабную модернизацию НПЗ, которая оценивается еще примерно в $1 миллиард. Деньги вложены в строительство установки глубокой переработки, сокращение выбросов и улучшение энергоэффективности. Эти меры позволят снижать зависимость от ценовых колебаний на нефть и обеспечивать конкурентоспособность даже в условиях зеленого перехода ЕС. А теперь о близкой нефтехимии чисто эстонской фишке. Горючий сланец – уникальное ископаемое Эстонии, то есть по всему миру его немало, но только в Эстонии сложились условия, которые позволили уже в годы первой независимости сформировать на северо-востоке особый промышленный регион с мощной добычей сланца и его переработкой. Об этом я рассказал достаточно подробно во второй части сериала о досоветской промышленности стран Балтии. В советское время развитие сектора продолжилось, но с химической переработки сланца акцент переместился на использование в качестве топлива для теплоэлектростанций. В наши дни, после консервации нарских электростанций, горючий сланец в энергетике Эстонии используется все меньше. Однако добыча все равно держится на довольно высоком уровне – 8,5 миллионов тонн в 2024 году. Это потому, что его перерабатывают в сланцевое масло – ведущий продукт химической промышленности страны, который находит хороший спрос в качестве низкосернистого печного и судового топлива, а также сырья для нефтехимии. В последние годы в Эстонии производится порядка 1 200 000 тонн сланцевого масла, примерно 80% которого идет на экспорт. В мире еще только Китай и Бразилия выпускают сланцевое масло в промышленных масштабах, но эти объемы ниже эстонских. Поэтому неудивительно, что две крупнейшие химические компании Эстонии – Viru Chemia Group и Enefit Power – занимаются переработкой горючего сланца. Ведущий гигант эстонской сланцехимии – компания Viru Chemia Group (ВКГ), которая базируется в Котлаярве и принадлежит частному эстонскому капиталу. Основные продукты – сланцевое масло и различные химикаты, в том числе фенолы и криозоты. В 2023 году было добыто 4 800 000 тонн горючего сланца, из которых произведено 662 тысячи тонн сланцевого масла и 2000 тонн фенолов и прочих химикатов. В том же 2023 году оборот ВКГ составил 339 миллионов евро, численность сотрудников около 1500. Продукция экспортируется более чем в 20 стран, прежде всего в Германию, Нидерланды и Великобританию. ВКГ – один из крупнейших частных инвесторов в энергетику Эстонии. С 2008 года вложено свыше 1 100 000 000 евро в модернизацию производства и экологические проекты. За последние годы компания построила несколько установок по улавливанию серы, внедрила систему очистки выбросов и постепенно переводит часть производственных процессов на газ. Компания Enefit Power, реорганизованная в 2023-2024 годах в составе дивизиона Enefit Industry, дочерняя структура госконцерна Eesti Energia, сосредоточенная на добыче и переработке горючего сланца. В 2024 году подразделение добыло 4 миллиона тонн сланца и выпустило 451 тысячу тонн сланцевого масла, основная часть которого традиционно ушла на внешние рынки. Выручка сегмента сланцевого масла в составе Enefit в 2024 году составила 179 миллионов евро. Компания остается одним из крупнейших промышленных работодателей северо-востока Эстонии.
В структурах Enefit Industry занято более 1000 человек, включая добычу и переработку. Enefit Power – один из ведущих инвесторов в промышленность Эстонии. В этом году в Ауэре завершено строительство завода Enefit 282 стоимостью 350 миллионов евро и мощностью в 200 тысяч тонн сланцевого масла. Это позволит компании довести выпуск основной продукции примерно до 700 тысяч тонн в год. А общее производство в Эстонии вырастет до 1 400 000 тонн. А еще на северо-востоке, в Кохлajärvi, находится Eastman Specialties, крупнейшее предприятие с иностранным капиталом эстонской химической промышленности, принадлежащее американской корпорации Eastman Chemical Company. Основано в 1990-е годы на базе построенного в 1986 году завода по производству бензоатов. В советское время предполагалось в качестве сырья использовать сланец, однако идея не прижилась, и нынче производство основано на импортном толуоле. Так что, по сути, это уже бывшая сланцехимия. Завод выпускает широкий ассортимент бензоатов, пластификаторов и химических добавок, применяемых в пищевой, косметической и пластиковой промышленности. На предприятии занято свыше 150 человек. Оборот в 2024 году составил 88 миллионов евро. Почти вся продукция идет на экспорт в ЕС, Северную Америку и Азию. В 21 веке большое развитие получило производство жидкого биотоплива. В основном это дизельное топливо из масличных культур и метанол из зерна. Страны Балтии не остались в стороне от тренда. Эстония – довольно крупный производитель рапса. В иные годы урожай превышает 200 тысяч тонн. Значительная часть идет на экспорт. При этом своей переработки почти нет. Страна не производит биодизель в промышленных масштабах. Был, правда, в 2008 за 25 миллионов евро построен довольно крупный завод по производству биодизельного топлива в Палдиске. Однако уже 2 года спустя он обанкротился и был закрыт. Конечно, предприятию не повезло со временем начала работы, которое совпало с большим мировым кризисом. Но позднее никто не пытался создать в Эстонии нечто подобное. Причины классические. Небольшой внутренний рынок, отсутствие исторической масложировой индустрии, высокая себестоимость переработки и конкуренция с мощными портовыми комплексами Клайпеды и Вентспилса, где выпуск биодизеля экономически более оправдан. В результате Эстония остается поставщиком сырья, тогда как производство биотоплива сосредоточено у соседей. И там оно поставлено на широкую ногу. В Литве и Латвии созданы довольно крупные производственные мощности. Латвию они вывели даже на 3-е место в ЕС в пересчете на душу населения, сразу после Нидерландов и Финляндии. В Вентспилсе находится основанное в 2004 году латвийскими предпринимателями крупнейшее в странах Балтии и одно из крупнейших в Северной Европе предприятие по производству и перевалке биотоплива, в строительство которого было инвестировано без малого 80 миллионов евро. На производственном комплексе компании BioVento занято около 70 работников. Они выпускают в год до 100 тысяч тонн биодизельного топлива и 35 тысяч тонн рапсового масла. Кроме того, завод производит фуражный рапсовый жмых до 65 тысяч тонн, глицерин фармацевтического качества до 9 тысяч тонн и минеральное удобрение сульфат калия до 1600 тонн. Оборот в 2024 году составил 175 миллионов евро. Большая часть продукции идет на экспорт, в основном в страны ЕС. Компания Mestilla также один из крупнейших производителей биотоплива в Северной Европе. Завод принадлежит датскому холдингу Akola Group, расположен в Клайпедском порту и специализируется на производстве биодизеля из рапсового масла, что обеспечивает конкурентоспособность благодаря прямому доступу к логистике и сырью. Компания, основанная в 2005 году, в 2010-х модернизировала мощности, существенно увеличила экспортные объемы. Сегодня более 90% продукции поставляется на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании. Продажи предприятия сильно зависят от товарных цен, но обычно находятся в диапазоне 150-290 миллионов евро в год. В 2023 оборот составил 179 миллионов, в компании работает в среднем 70 сотрудников. В 2024 году компания начала строительство нового современного завода по переработке рапса и очередную модернизацию существующих производственных линий. В Маžeikiaisском районе, рядом с нефтеперерабатывающим комплексом Orlen-Lietuva, работает один из крупнейших производителей биодизеля в Литве – Rapsoil. Предприятие основано в начале 2000-х годов, специализируется на переработке рапсового масла и выпуске метилового эфира рапсового масла, который используется как биодобавка к дизельному топливу. Завод оснащен современными линиями этерификации
работает в основном на местном сырье и играет заметную роль в развитии литовского сектора возобновляемых видов топлива. Рапсойло производит в год до 100 тысяч тонн биодизеля, а ее продукция поставляется как на внутренний рынок, так и в другие страны ЕС. В 2023 году оборот компании составил 71 миллион евро, штат около 70 работников. Курана – крупнейший производитель биоэтанола в Литве и странах Балтии вообще, и один из самых технологичных заводов всего региона. Предприятие было построено литовскими инвесторами под Пасвалисом в 2008 году и реализует полный замкнутый цикл. Из перерабатываемых в год 100-120 тысяч тонн зернового сырья получают топливный биоэтанол, побочные продукты идут в производство кормов, а органические отходы используются для генерации биогаза. За счет собственной когенерации завод полностью обеспечивает себя теплом и электроэнергией, что снижает себестоимость и делает его одним из наиболее эффективных производств региона. Компания ориентирована на экспорт – Скандинавия, Польша, Центральная Европа. Всего занято примерно 110 сотрудников. Оборот в 2024 году составил 35 миллионов евро. Сегодня я рассказал вам о той части химической промышленности, которая так или иначе связана с производством топлива или переработкой топливного сырья. Это весомая часть индустрии, но помимо нее в странах Балтии есть еще много химических предприятий других направлений, некоторые из них весьма крупные. Поэтому впереди вас ждет вторая часть, посвященная производству удобрений, изделий из пластмасс, резины, продукции фармацевтики, лакокрасочных изделий, бытовой химии и стекловолокна. Настолько широк спектр продукции отрасли в Эстонии, Латвии и Литве. Ну а пока вы можете подписаться на канал, если по какой-то причине до сих пор этого не сделали, лайкнуть это видео и поделиться им с друзьями. Они тоже заслуживают того, чтобы знать настоящее лицо промышленности нашего региона. И никогда не поздно оформить платную подписку на канал, чтобы поддержать этот классный проект и получить ряд приятных бонусов. На сегодня все. До новой встречи!